ESL One Katowice – пятый крупный чемпионат по Counter-Strike Global Offensive, второй по счету мейджор в Катовице. В прошлом году победа в Польше сделала Virtus.pro чемпионами мира. Однако, как и всем коронованным коллективам до этого, им пришлось уступить место сильнейшим. Каждый крупный чемпионат прошлого года выявлял новых лидеров мировой сцены CSGO – Fnatic, Virtus.pro, Ninjas in Pyjamas, LDLC. Однако на этот раз цепочка прервется, и титул вернется к одному из 4 бывших чемпионов. What a map. NIP taking down Fnatic on their own map choice, similar to how Fnatic took out NIP on their map choice. And here you have Forrest feeling it. You can tell he's feeling the energy of the crowd right now. This third map is going to be epic. Unbelievable stuff here. В прошлом году Spodek Arena собрала огромное количество публики, наглядно показав, что CSGO ждет светлое и большое будущее. Польские трибуны взрывались аплодисментами и восторженными криками под каждый взятый раунд и фраг любимых команд. Трудно было представить, что этот успех будет не просто повторен, а превзойден уже в следующем году. Для Virtus.pro ESL One Katowice 2015 стал вторым чемпионатом в родных стенах. Стенах, которые уже приносили им успех и невероятную популярность. Одним из 4 чемпионов было суждено стать двукратными, и все надежды польских фанатов были возложены на Virtus.pro, команду, любовь к которой заполнила спортивную арену целиком и полностью. За год профессиональная сцена CSGO претерпела серьезные изменения. Теперь за спиной каждой команды, претендующей на мировое лидерство, стоит тренер. Тренеры стали полноценными шестыми игроками коллективов, взяв на себя многие обязанности, которые раньше необходимо было выполнять менеджерам и самим игрокам. Когда я стою за спинами парней во время матча, я всегда стараюсь подбодрить их. Например, сказать Нео, что он принял отличное решение, потому что выбирает тактики всегда он, а я просто даю советы. Также я даю команды на перетяжку, в основном за сторону КТ. Потому что мне видно, какому игроку и куда нужно идти, какая территория свободна, как лучше проверять карту и возвращаться на плент. А за сторону террористов мы обговариваем до игры, как играть пистолетный раунд, как играть анти-эко, полузакуп. И мы всегда обговариваем, как играть первый раунд с винтовками, потому что он очень важен для захвата преимущества на первые 3-4 раунда. Для Virtus.pro игра с тренером стала новым опытом. Ранее команда страдала от коммуникативных проблем между участниками, а также постоянных замен лидеров. Обе трудности были успешно преодолены инициативой играть с тренером. Шведские команды NIP и Fnatic на деле доказали эффективность такого подхода, заметно улучшив свои результаты за последнее время. Также стоит упомянуть, что в команде у нас было много проблем, таких как общение, смена внутриигрового капитана и попытка найти правильный стиль игры для нашей команды. Это была одной из причин нашего решения вернуть Кубана, чтобы решить многие внутренние проблемы, чтобы иметь одного капитана весь год. Тренеры, не являясь определяющим фактором для состава, облегчают жизнь игрокам, позволяя тем сконцентрироваться на индивидуальном уровне, оттачивая отдельные умения, например, стрельбу. Мы согласились во всем в идеальное время, как раз тогда, когда Кубан был сам с чистой головой, и я был с чистой головой. И вся команда была уверена, что нам нужен тренер. Ну и где взять тренера лучше? Назовите мне хоть одного парня, который будет лучшим тренером, чем Кубан. Мы знаем игру, мы очень сконцентрированы на стратегии, и тут приходит Кубан со свежей головой, свежими идеями, свежим подходом, и это должно подкинуть большую искру в нашу игру. Оставив позади все внутренние проблемы, Virtus.pro смогли отвлечься от извечной проблемы определения лидера команды, сконцентрировавшись на индивидуальной игре.
Я думаю, что приход Кубана в команду помог внутрикомандным отношениям. Потому что шестой человек может помочь решить проблемы, которые вы сами иногда не можете решить, о которых вы долго спорите и не можете прийти к решению. Для всех нас это лишь начало после двухлетнего перерыва. До этого мы играли вместе много лет. Надеюсь, что мы быстро вернемся на прежний курс. Однако, несмотря на успешное преодоление группового этапа и последнюю победу в четвертьфинале, медведям выпала не самая простая задача. Им предстояло обыграть одну из лучших команд мира — Fnatic. Fnatic была одной из сильнейших команд на протяжении прошлого года, и даже этого, так что мы знаем, что будет очень сложно. Но мы также знаем, что у нас может получиться, подготовив много новых стратегий с нашим новым тренером Кубаном. Я считаю, что мы достаточно подготовлены к игре, но, естественно, это будет нелегко. Fnatic, скандально известные по предыдущему крупному чемпионату, набрали перед ESL One Катовице отличную форму, которая позволила им обыграть самых сильных оппонентов. Состав, который славится невероятным стрелковым скиллом игроков, столкнулся с командой, чьим домом по праву стала польская арена. Полуфинальная встреча стала украшением всего чемпионата, во многом благодаря польским болельщикам. Таким мог стать финал, ведь именно медведей большинство болельщиков мечтали увидеть в битве за главный приз. Dear Tag, how are you doing, sir? I'm doing fantastic, man. I was waiting for this day, for this moment. I think that all our fans today are also hyped for the game, so we are ready to rumble. Now, my good friend Sponge, when I was talking earlier, he said the crowd is a little bit like a spirit home for you, that they just give you that extra mile. Do you feel that when you're sitting here? Give me a second. Pomożecie? Польская публика стала еще одной важной составляющей чемпионата, ведь именно она обеспечивала каждую игру неповторимой атмосферой глобального спортивного мероприятия. Болельщики поддерживали свои любимые команды и ярко выражали свои эмоции, всем сердцем переживая за своих фаворитов. Каждый взятый поляками раунд фанаты награждали кричалками и волной скандирований, которые были слышны даже в онлайн-трансляциях. Начиная с четвертьфинала, где бразильцам удалось остановить медведей на одной из 3 карт, болельщики показали свою преданность команде, которая несла на своих плечах ответственность не только за честь тега Virtus.pro, но и за флаг целой страны. Энергия, которая переполняла трибуны, передалась польскому коллективу, настроившемуся уничтожить своих оппонентов на пути в полуфинал. Матч против Fnatic был ключевым моментом. Победа для Virtus.pro гарантировала еще большую поддержку в гранд-финале. Поражение привело бы к потере шанса на то, чтобы вновь завладеть почетным титулом в родных стенах. Полуфинальная атмосфера на трибунах была близка к той, что ощущалась в прошлом году в гранд-финале чемпионата. Невероятная активность фанатов буквально окрыляла польскую команду, давая огромный импульс в каждой острой ситуации. А любая неудача медведей отражалась не менее ярким сопереживанием. Несмотря на все старания Virtus.pro, Fnatic оказались сильнее. 2 карты подряд были отыграны не с тем результатом, которого так ждали болельщики. Но настоящие фанаты медведей отказались признать команду слабой. Не отвернулись от игроков, которые отчаянно и самоотверженно боролись за родную страну и честь организации. Медведи показали более чем достойную игру и были встречены как герои. Virtus.pro завершили свой путь на чемпионате, не опустив голову. Они вышли к своим фанатам, зная, что сделали все зависящее от них. Они видели, что польская публика им благодарна, и понимали, что это лишь очередной этап, еще один шаг на пути к следующему чемпионству.